Я пытался научиться делать паркур, и у меня почти получилось, но упал, поднимаясь по этой стене. Она очень скользкая. Я даже поранился. Эта стена очень скользкая, и она абсолютно вертикальная. На нее очень трудно подняться. Как бы я ни старался, мне очень сложно подняться по ней прямо вверх. Но это творческий канал, и для нас это не является проблемой. Будем пробовать и экспериментировать. Возможно, вы смотрели фантастические фильмы, где актер из фильма «Человек-паук» поднимается по стене, по абсолютно вертикальной. Но это происходит в кино. В фильмах такое снимают при помощи видеоэффектов и зеленого полотна, благодаря которому все становится возможным. В реальности сделать это непросто, но сегодня мы собираемся показать это в реальной жизни. Идея хороша, но не так проста. В теории наш электромагнит приводится в действие, после этого мы легко забираемся на стену. Но сделать такое устройство не так уж и просто. Поэтому нам придется заняться инженерным проектированием. Когда мы поднимаем электромагнит вертикально снизу вверх, тогда он работает очень мощно. Но если его установить на стену, то его свойства работают уже не так мощно. И при нагрузке он падает. Несколько лет назад я делал видео, в котором купил электромагнит и висел с помощью него вертикально вверх, ногами прямо вверх. Даже несмотря на то, что в тот момент у меня был такой большой вес. Я не падал, но была перпендикулярная сила. Там тоже сила была приложена сверху вниз. Еще мы делали эксперимент с молотком Тора, его также мы не смогли поднять, потянув прямо вверх. Предположим, что это металлическая стена, а это электромагнит. Я установил его вот так и подал электричество. Затем мы его включили. Если приложить усилие веса вот так, то он легко упадет. Поэтому для хорошего сцепления нам придется сделать его намного длиннее, прикрепив вот так, а затем сможем подниматься вверх. Как только мы приложим силу под другим углом, он просто отвалится, и мы упадем прямо сверху вниз. Поэтому нам придется пройти инженерный процесс, который я собираюсь показать вам далее в этом видео. Обязательно досмотрите до конца. Итак, мне нужен электромагнит, поэтому я беру трансформатор от микроволновой печи и отрезаю вот эту часть. Я удаляю как вторичную, так и первичную катушку. Я также вырезаю несколько дополнительных частей и сверлю их. Я делаю два отверстия во всех трансформаторах и ставлю металлический уголок. Фиксирую при помощи болтов и гаек, после формирую из него ботинок при помощи сварки. Готовим аналогичную конструкцию. И для руки привариваем сверху железную трубу, чтобы хвататься за нее рукой и можно было подниматься после падения. Рукам должно быть так же легко, как и ногам. Теперь наше устройство готово к использованию для тестирования. Здесь я взял толстый кусок металла, как только включу электромагнит, я надену его. Видите? Здесь я мог бы легко упасть. Как только мы прикладываем вертикальную силу сверху вниз, устройство падает. Это означает, что данная конструкция не будет работать. Но если вам придется тянуть ее прямо, тогда она будет работать. После длительного проектирования и изменения некоторых конструкций, которые я делал, получилось что-то вроде этого. Теперь я собираюсь положить на него свой вес. Видите? Он полностью принимает на себя мой вес. Но если я приложу к нему дополнительную силу, он не сработает. Электромагнит удерживает вес моего тела. Ну что ж, теперь пришло время выполнить настоящую задачу. Прежде чем мы начнем, я собираюсь выполнить небольшое задание с нашим дядей. Это наш электромагнит. Теперь давайте посмотрим, насколько он мощный, сможет ли дядя его поднять или нет. Если вы поднимете этот электромагнит вверх, я дам вам 100 тысяч рупий. Раму, давай присоединяй провод. Ребята, речь идет о 100 тысячах рупий. Это очень огромная сумма, чтобы отдать кому-то. Рама, ты включи, пожалуйста. Возьмитесь за него, не бойтесь, он не ударит током. Это безопасно. И если будете держать его так, его невозможно поднять. Это слишком мощная сила. Мощная, да? Очень мощная.
Теперь, если я надену это устройство, смогу залезть на эту стену. Когда подается электропитание, оно становится магнитом. Поэтому мы можем легко ходить по этой стене, используя наше устройство. Друзья, вся установка готова. Вот эти для левых рук и ног, а эти для правой. Сейчас вот я поднимаю их, они свободно и легко поднимают. Теперь иди сюда, Насим, попробуй поднять. А я возьму переключатель. Держим переключатель подальше и держим его на всякий случай в руках. Можно, конечно, и закрепить на руках, но из соображений безопасности не будем делать этого. Смотрите сюда, как только я нажму тут, устройство для рук и ног будет готово. Подними его и посмотри. Видите? Сейчас устройство легко поднимается, но как только я нажимаю кнопку, магнит активируется. Смотрите, насколько крепко он держится. Теперь самое важное — провести настоящее испытание. Магнит может поднять вес около 100 килограмм, а мой вес составляет 60 килограмм. Поэтому я могу легко полазить тут, используя магнит. Позвольте мне сказать вам еще одну вещь. Я использую свинцово-кислотный аккумулятор, который не отключается внезапно. Литионный аккумулятор иногда внезапно разряжается. Также я использую толстый многожильный провод. Это будет безопаснее. Таким образом, мы страхуемся от внезапного отключения электроэнергии. Отключение даже на короткое незначительное время может нам навредить, мы сможем упасть с высоты и попасть в больницу. Поэтому не пытайтесь повторить что-то подобное. Просто поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик те, кто тоже занимается чем-то подобным. Ну что, друзья, приступим к тестированию нашего магнитного устройства. Как вы видите, я уже экипирован, на моих руках и ногах магнитное устройство, и я смогу подняться на эту стену. Это означает, что я стал человеком-магнитом или человеком-пауком. Сверху вы можете увидеть обезьяноподобного человека, сидящего там, для безопасности. Здесь стоит костлявый борец. Тут стоит человек, пришедший из африканских джунглей, чье имя Раму. Включай или выключай вот тут, чтобы я мог легко подняться. Раму, ты готов? Защита от падений должна, по крайней мере, не причинить травм. И, ребята, я сделал это видео для экспериментальных целей. С помощью магнита и электричества поднялся по металлической стене. Самым сложным оказалось переключение напряжения на магниты. Иногда нужно, чтобы все 4 магнита были включены. Иногда 2 из них нужно отключить и попеременно менять их действия. Вы видели, как я использовал электромагниты, чтобы подняться наверх? Через несколько попыток я все же смог перелезть через стену. Для нашей безопасности мы сделали небольшую высоту, а так в целом можно подниматься и выше. Питающий магнит и аккумулятор должен быть полностью заряжен, так как электромагнит очень сильно и быстро его разряжает. Как вам видео с таким экспериментом? Напишите в комментариях ваше мнение, поставьте лайк этому видео. Если вы еще не подписались на канал, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на значок колокольчика. Увидимся в следующем видео.